Всем привет! Скоро Пасха, а это значит, что сегодня я расскажу, как приготовить самый вкусный и простой кулич. В этом видео я покажу сразу два варианта. Первый рецепт для тех, у кого нет времени, но очень хочется приготовить вкусный кулич. Второй рецепт из одной популярной кондитерской, сверху хрустящий, а внутри очень нежный краффин. И начнем с приготовления первого варианта кулича, который готовится всего за 1 час. Начнем с приготовления опары. В миску вливаем 150 грамм теплых 20% сливок. Дальше добавляем 1 столовую ложку сахара и 7 грамм дрожжей. Венчиком все слегка перемешиваем, чтобы дрожжи хорошо распределились. Теперь всыпаем 50 грамм просеянной муки и с помощью венчика все хорошо перемешиваем. Опара должна получиться такой консистенции, как 15% сметана. Дальше накрываем опару пищевой пленкой и убираем в теплое место на 10-15 минут. И пока подготовим цукаты. Нам понадобится 250 грамм. У меня смесь цукатов, и я добавила немного изюма. Времени у нас немного, поэтому заливаем горячим апельсиновым соком 70 грамм и таким же горячим алкоголем. Может быть абсолютно любой: ром, коньяк, что у вас есть, тоже 70 грамм. Все это немного перемешиваем. Дальше накрываем пищевой пленкой и убираем в сторону набухать. У меня опара постояла 15 минут и уже увеличилась в объеме. Появилась такая пышная шапочка. Дальше берем венчик и немного ее перемешиваем. Каждую неделю на нашем канале выходит новое видео. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. Дальше мы берем 120 грамм сахара и натираем цедру одного апельсина. Натираем только оранжевую часть цедры, но не трогаем белую, иначе наш кулич будет горчить. И дальше, для того чтобы наш сахар ароматизировался, руками перетираем его вместе с цедрой. И вот такой красивый сахар у нас получился. По желанию сюда же можно добавить немного ванильного сахара. Перетертый сахар пересыпаем в нашу опару. Сюда же мы добавляем 4 желтка и вбиваем 1 яйцо. Теперь мы всыпаем 310 грамм просеянной муки и начинаем замешивать наше тесто руками, либо в планетарном миксере с насадкой крюк. По времени тесто нужно замешивать не менее 10 минут. Сначала оно будет липким, но потом перестанет липнуть к рукам. После того, как тесто немного собралось, берем 120 грамм теплого сливочного масла комнатной температуры и постепенно добавляем тесто. После каждого добавления тщательно вымешиваем. Когда первый кусочек масла вымешался, добавляем второй и повторяем, пока не закончится масло. Переходи на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. А пока напишите в комментариях, какая ваша любимая выпечка на Пасху. Что-то классическое или вы любите что-то необычное. Вот такое тесто у нас получилось. Как видите, оно уже не липнет к рукам. И это не потому, что в нем много муки, а потому что оно насыщено жирами, такие как сливки, сливочное масло. Наши цукаты уже настоялись, и теперь через сито сливаем лишнюю жидкость.
И после сита перекладываем цукаты на бумажное полотенце, чтобы жидкость не передалась в тесто. Хорошо их промакиваем, чтобы не осталось никакой жидкости. И теперь в обсушенные цукаты добавляем немного муки и обваливаем их. Благодаря муке они хорошо распределятся и влага не передастся в тесто. После этого добавляем цукаты в наше тесто и еще раз буквально 2 минуты замешиваем тесто вместе с цукатами. Цукаты хорошо вмешались в тесто, и теперь делим его на 3 части. Формируем шарики. Старайтесь, чтобы цукаты не были сверху на шапочке, потому что они будут гореть. И после того, как сформировали шарик, кладем его в нашу форму. У меня форма 11 на 8 сантиметров. Такое тесто очень удобное в работе, не липнет к рукам и даже поверхность не нужно ничем смазывать. Три формы у меня получилось. Напоминаю, что размер формы у меня 11 на 8 сантиметров. Теперь наши будущие куличи ставим на решетку, накрываем их полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут. У меня тесто постояло 20 минут, уже хорошо поднялось. И теперь отправляем его в духовку на 170 градусов и выпекаем 30-40 минут. Готовность проверяем с помощью зубочистки, она должна быть полностью сухая. И пока выпекаются куличи, подготовим глазурь. Для этого нам понадобится 100 грамм белка и 200 грамм сахара. Теперь ставим на водяную баню и, постоянно помешивая венчиком, варим, пока сахар полностью не растворится. После того, как сахар растворился, снимаем с водяной бани и в этой же миске сразу же начинаем взбивать миксером до устойчивых пик. Время взбивания белков зависит от мощности вашего миксера. Вот примерно до такого состояния взбиваем и пока откладываем в сторону, пока наши куличи выпекаются и остывают. И теперь, когда наши куличи полностью остыли, снимаем форму и начинаем украшать нашей глазурью. Это можно сделать лопаткой, либо, может, вам будет удобнее палеткой, либо просто макаем их в глазурь, немного подравниваем и готово. Вот такие куличи получились у нас с глазурью. И теперь я покажу свой любимый способ украшать. Для этого нам понадобится крупный маршмеллоу. Я взяла персиковый, так как он имеет нежный цвет, а белый будет сливаться с глазурью. Персиковый, на мой взгляд, идеально подходит, очень красивый нежный цвет. Теперь с помощью ножниц начинаем его нарезать, как показано на видео. И у нас получаются такие маленькие милые лепесточки. Нарезаем маршмеллоу и после этого выкладываем цветочек. Делайте это сразу, пока глазурь еще мягкая, чтобы лепесточки хорошо закрепились. Делайте так, как показано на видео.
И после того, как выложили цветочки, берем дрожжи и кладем в серединку. И сверху дополнительно можно посыпать еще шариками. Вот такой бюджетный и красивый декор кулича у нас получается. Можете посыпать полностью весь кулич посыпкой, как раньше делали, но такой необычный интересный декор мне безумно нравится, поэтому советую его повторить, потому что он недорогой и очень эффектный и красивый. Как видите, такой кулич готовится очень быстро и просто, а по вкусу он не уступает тем, которые готовятся по полдня. Он получается очень мягкий и хорошо держит форму. Внутри у него мягкая пористая структура, слегка влажноватый мякиш. На вкус он получается в меру сладкий, с легким сливочным вкусом и невероятно цитрусовым ароматом. И теперь я покажу, как приготовить очень нежный и безумно вкусный краффин. В первую очередь нам нужно замочить цукаты. Нам понадобится 250 грамм. У меня смесь цукатов и немного изюма. Заливаем смесь 100 грамм горячей воды и примерно 3 столовые ложки рома или коньяка. Немного перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Убираем настаиваться примерно на 2 часа. И теперь займемся опарой. В миску вливаем 110 грамм теплого молока. Отвешиваем 100 грамм сахара и от общего количества в опару всыпаем 1 столовую ложку. Сюда же добавляем 5 грамм сухих дрожжей и венчиком немного перемешиваем. Теперь отвешиваем 400 грамм муки и от общего количества в опару всыпаем 5 столовых ложек. И теперь венчиком все хорошо перемешиваем до однородности. Дальше опару накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 20 минут, чтобы она увеличилась в объеме в 2 раза. И пока подходит опара, подготовим ингредиенты для теста. В миску мы добавляем 2 желтка и после этого вбиваем 1 яйцо. К ним мы всыпаем оставшийся сахар и венчиком взбиваем до легкой пышности яиц, примерно 1-2 минуты. К яйцам мы добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла, но не горячего. Теперь натираем цедру одного апельсина, натираем только оранжевую часть, потому что белая будет горчить. И добавляем ее к яйцам. И теперь все хорошо перемешиваем, пока масса полностью не объединится. Яичную смесь отставляем пока в сторону и берем миску, в которой будем замешивать тесто. В эту миску мы просеиваем оставшуюся муку. К муке мы добавляем пол чайной ложки корицы либо мускатного ореха и просеиваем вместе с мукой. И пока мы занимались подготовкой ингредиентов, наша опара уже хорошо увеличилась в объеме, формировалась шапочка и появились пузыри. Теперь опару нам нужно перелить к муке. И сюда же мы выливаем нашу яичную смесь. Дальше мы начинаем замешивать наше тесто. Сначала мы замешиваем лопаткой. Когда лопаткой становится тяжело мешать, начинаем замешивать тесто руками. Также тесто можно замешивать с помощью планетарного миксера с насадкой крюк. Тесто замешивается не менее 15 минут. Муку советую больше не добавлять. Если будет липнуть, лучше периодически смазывайте руки растительным маслом. Вот такое эластичное тесто у вас должно получиться. Оно получилось однородным и не липнет к рукам. Теперь мы накрываем его пищевой пленкой
и делаем дырочки для циркуляции воздуха. После этого убираем его в теплое место на 1,5 часа. Наши цукаты уже настоялись, и теперь нам нужно слить лишнюю жидкость. После сита перекладываем цукаты на бумажное полотенце, для того чтобы жидкость не передалась в тесто, и хорошо промакиваем. И теперь в обсушенные цукаты добавляем немного муки и обваливаем их. Прошло 1,5 часа. Теперь достаем наше тесто. Оно уже хорошо увеличилось в объеме. Теперь мы смазываем руки растительным маслом и после этого достаем тесто. Делим его на 3 части, скатываем их в кружочки и пока будем заниматься одним краффином, остальные накрываем пищевой пленкой, чтобы они не заветрились. И теперь берем один кружочек и тонко его раскатываем, чтобы тесто практически просвечивалось. Теперь берем 100 грамм теплого сливочного масла, 1/3 часть выкладываем на тесто и хорошо его распределяем руками, либо лопаткой. И после того, как распределили масло, берем наши цукаты и посыпаем сверху, примерно 1/3 часть. Теперь наш раскатанный пласт теста нужно завернуть в рулет. Вот такой рулет у нас получился. Теперь отступаем от края примерно 3 сантиметра и делаем надрез. И теперь одну половинку скручиваем в улитку, чтобы надрез был на внешней стороне. Вторую половинку точно так же скручиваем в улитку. Теперь одну улитку нужно положить на вторую, а кончик должен оказаться между ними. И вот такая красота у нас получилась. Теперь кладем ее в форму и повторяем все то же самое с остальными кружочками. И после того, как сформировали все краффины, ставим их на решетку и накрываем полотенцем. После этого убираем в теплое место на 1 час. У меня краффины простояли около часа, уже хорошо увеличились в объеме. И теперь можно их выпекать в духовке на 170 градусов примерно 30-35 минут. Прошло 30 минут, краффины выпеклись, и теперь даем им остыть до комнатной температуры. И только после этого вынимаем их из формы. И вот такие кружевные и слоеные краффины у нас получились. Конечно, очень сложно его сравнить с чем-то, потому что у краффина свой особенный вкус и аромат. Обязательно попробуйте приготовить оба варианта и напишите в комментариях, что вы больше предпочитаете на Пасху. Классическую Пасху или красивый и изысканный краффин. И, конечно же, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.